Привет, друзья! Кто бы мог подумать, но по данным утечки из внутреннего меморандума Министерства цифровых технологий, Германия готовит самый жесткий закон о контроле контента за всю историю страны. Проект получил рабочее название «Цифровая стена», и это сравнение с китайским фаерволом вовсе не случайность. Как утверждают источники, близкие к правительственным IT-переговорам, в Берлине уже прошла закрытая встреча с представителями 3 крупных международных платформ. Присутствовали не только министры, но и представители оборонного ведомства, что говорит о тесной связи проекта с вопросами национальной безопасности. Об этом же говорится и в документе, попавшем в руки немецкой редакции Netzpolitik. В частности, в одной из глав указывается, что цель цифровой стены – это создание системы предиктивной фильтрации контента, включая автоматическое ограничение публикаций, имеющих признаки дестабилизации. Что это значит? Никто официально не комментирует, но эксперты уже предупреждают, под такие формулировки может попасть все, что выходит за рамки мейнстрима. Как выяснилось, один из разделов законопроекта напрямую связан с новой оборонной доктриной Германии, где информационное пространство приравнивается к зоне стратегической уязвимости. Это означает, что интернет в стране может быть переведен под военный контроль в случае цифровой атаки с возможностью немедленного ограничения доступа к недружественным платформам. И вот тут уже не до шуток, как сообщают источники, близкие к командованию Бундесвера, в немецких военных кругах уже не скрывают. Фридрих Мерц дал неформальный зеленый свет на пересмотр роли Соединенных Штатов Америки в военной инфраструктуре страны. Речь идет не просто о дипломатических консультациях. На некоторых американских базах уже якобы начался процесс поэтапной передачи объектов под немецкий контроль. По данным утечки, оказавшейся в распоряжении журналистов Шпигель, немецкие военные эксперты составили карту перераспределения военного присутствия, где четко указаны ключевые точки Рамштайн, Графенвёрф, Висбаден и другие стратегические базы. Согласно инсайдерской информации, часть коммуникационных систем и технической инфраструктуры этих объектов уже модернизируется в рамках нового проекта, где Германия становится основным оператором. Как сообщают источники, знакомые с внутренними брифингами в Минобороны ФРГ, в последние месяцы между Берлином и Пентагоном прошли как минимум 3 раунда закрытых переговоров. В центре обсуждений возможный плавный сценарий выхода Соединенных Штатов Америки с сохранением формального союзничества, но с передачей полномочий и доступа к системам связи, логистики и даже спутниковой разведки. Об этом же говорится и в аналитической записке, направленной в Евросоюз одним из политических консультантов. В ней подчеркивается, что Германия стремится к военному суверенитету без прямой конфронтации, что по сути означает создание альтернативной командной архитектуры. НАТО пока сохраняет молчание, но, по словам инсайдеров, из Европейского штаба Альянса в Брюсселе уже разработан план реагирования на усиление немецкой военной автономии, включая меры давления и попытку перехвата контроля над ключевыми узлами логистики. Судя по всему, проект нейтрализации зависимости, о котором впервые заговорили еще в конце 2024 года, выходит из тени. Но ситуация усложняется еще больше. Как утверждают источники из банковского сектора, Германия уже де-факто начала реализацию проекта, который может потрясти всю архитектуру еврозоны. Речь идет о создании новой расчетной единицы валюты 2.0, не зависящей от Европейского Центробанка и евро. По словам инсайдеров, утечка о закрытых брифингах в Бундесбанка уже спровоцировала настоящую панику в финансовых кругах Брюсселя. Как сообщают источники, близкие к аналитическому управлению ЕЦБ, немецкая сторона активно тестирует прототип новой валютной модели в координации с рядом стран, включая Австрию, Венгрию и Италию. Об этом говорится в служебной записке, якобы попавшей в прессу через один из венских финансовых каналов. В документе указана цель создания расчетной единицы с гибкой привязкой к золоту и реальному активу с минимальной зависимостью от политических центров Европейского Союза. По данным из окружения немецкого Минфина, пилотный этап проекта получил финансирование через закрытые фонды с участием нескольких транснациональных корпораций, действующих в обход традиционных бюджетных каналов. Один из экспертов, участвовавших в закрытых сессиях в Цюрихе, утверждает, это не просто альтернатива евро, это фундамент под новую Европу, где экономическая независимость стоит выше политической лояльности. Между тем, Европейский Центральный банк по неофициальным сообщениям направил в Берлин серию жестких вопросов по поводу утечки информации о проекте.
Внутренние меморандумы ЕЦБ уже получили гриф только для ограниченного круга. Эксперты предупреждают, если Германия действительно создаст альтернативную валютную систему, это может спровоцировать цепную реакцию и разрушить стабильность единой зоны евро. Геополитические последствия становятся очевидными: укрепление Бундесбанка как независимого игрока, возможно дистанцирование от евроструктур и, как вариант, создание параллельной финансовой оси в Центральной Европе. Следующий факт переворачивает абсолютно все. По данным из международных аналитических центров, в кулуарах Евросоюза разгорается нешуточная борьба, и Фридрих Мерц все чаще оказывается в эпицентре данного конфликта. Как сообщают источники, близкие к ряду брюссельских лоббистских структур, в Европейском Союзе началась настоящая информационная и экономическая атака на курс нового канцлера Германии. Повод – резкое охлаждение отношений между Берлином и ключевыми глобалистическими структурами. В утечке из внутреннего документа одного аналитического центра при Европарламенте прямо указано: позиция Берлина все чаще выходит за прямое противоречие с долгосрочными интересами транснациональных либеральных фондов. По данным инсайдеров, один из свежих докладов РАЭН содержит крайне жесткую формулировку по отношению к новому правительству ФРГ. Курс на суверенитет несет риски для стабильности евроатлантического партнерства. Особое внимание вызывает конфликт с структурами, связанными с фондом Сороса. Как утверждают эксперты из венгерских политических институтов, именно после выступления Мерца о недопустимости внешнего управления в Европейском Союзе началась волна публикаций в европейских СМИ с критикой его политики. Источники из международных медиахолдингов прямо указывают на координацию этой кампании с отдельными НКО, финансируемыми западными фондами. Параллельно, по информации из французского дипломатического сообщества, ведется активная работа по изоляции Мерца на уровне межправительственных контактов. Говорят, что Париж и Брюссель готовят коридоры давления через комиссара в ЕС, а внутри Европейской комиссии уже создана рабочая группа по противодействию авторитарному курсу Германии. Однако, по другим утечкам, в ответ на эти атаки Мерц начал собирать новую коалицию оси консервативного возрождения. Как утверждают источники, близких к переговорам, в нее могут войти правительства Польши, Венгрии, Италии и, внимание, Австрии. Это может стать реальным вызовом для старой элиты Евросоюза. В закрытых докладах, с которыми ознакомился один из бельгийских журналистов-расследователей, прямо говорится: Германия уходит от консенсуса в сторону силового переформатирования Европы. Это не просто новая политика, это удар по прежней архитектуре власти в Европейском Союзе. Как утверждают источники, близкие к дипломатическим кругам, Германия и Венгрия ведут закрытые переговоры, способные перевернуть всю политическую карту Европы. Об этом говорится в документе, попавшем в руки одного из немецких аналитиков. Переговоры касаются безопасности, энергетической независимости и координации миграционной политики вне рамок решений Брюсселя. Фактически речь идет о новой платформе, союзе суверенных государств, которые больше не желают подчиняться диктату Европейской комиссии. Как сообщают инсайдеры из круга Орбана, Будапешт предложил Берлину совместную концепцию будущей Европы. Меньше идеологии, больше национального прагматизма. Идея Мерца – это построение движения от Атлантики до Карпат, объединяющего Германию, Венгрию, Польшу, Италию, а возможно и Австрию. Главный принцип – суверенитет без посредников. Источники из венгерского МИД утверждают, стороны договорились об экономическом сближении. Уже прорабатываются дорожные карты по инфраструктуре, энергетике и созданию новых транспортных коридоров. Как минимум 2 немецких концерна получили предложение разместить производственные мощности в Венгрии в обмен на доступ к дешевым энергоресурсам, в том числе из Азии. Но самое интригующее – возможное военное сотрудничество. По информации из Бундесвера обсуждается идея создания единой оборонной платформы на базе немецких технологий и венгерской логистики. Ряд аналитиков уже сравнивают эту конфигурацию с реваншем Восточной Европы. Если раньше Берлин и Париж диктовали политику континенту, то теперь ось Будапешт-Берлин может стать новым центром принятия решений. На фоне этого возникает вопрос: неужели формируется новый политический континент, в котором западноевропейские элиты останутся за бортом? Если да, кто будет следующим союзником Мерца и Орбана? Ответ может появиться уже совсем скоро, и это будет шоком для Брюсселя. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.